Ну что, как и обещала Лена в прошлый раз, сегодня буду я. Я хочу рассказать о том, как история моей семьи связана с историей Польши, с историей Литвы, с историей Российской империи и Беларуси, о том, как вы можете восстановить историю своей семьи и что это может вам дать. А я напоминаю, что это видеодневники на канале Чужаки. Мы с Леной, благодаря тому, что я узнал историю своей семьи, переехали в Польшу год назад. И здесь мы рассказываем о том, как изучать другую культуру, почему это важно, почему важно, чтобы мы все дружили, любили, в мире, согласии жили. Вот чем, вот так вот. Прошлый ролик, где я рассказывал о том, как собрать документы для того, чтобы переехать за границу, собрал там около 3000 просмотров, но достаточно много людей написали мне в комментариях, кто-то писал мне в социальные сети, и я всем, кому мог, отвечал. Поэтому я решил, что надо записывать второй ролик, потому что я все-таки обещал, и лучше поздно, чем никогда. Если вы не смотрели в прошлый ролик, то там я, в общем, говорил о том, что когда я начал изучать историю своей семьи, у меня было два важных вопроса. Откуда взялась моя семья, потому что я вообще ничего про нее не знал. Я знал только вот максимум имя своего прадедушки, и я знал, что моя семья как-то связана с Литвой. У меня было две цели. Во-первых, узнать, где похоронен мой прадедушка. И второй момент, это как бы разобраться с документами. Ну, про документы это было в прошлой части. А сегодня я расскажу, как, собственно, я узнал, наконец-то, где был похоронен мой прадедушка и какой для этого я путь прошел. Хорошим способом для изучения своей семьи является банальный интернет. В моем случае, как я уже говорил, мне немного проще, потому что моя фамилия достаточно редкая. И, кстати, это тоже был большой вопрос для меня, что вообще значит моя фамилия, что это за странное сочетание букв, КРАГЖДА, и почему именно я должен с ней ходить. Так вот, я загуглил просто в интернете свою фамилию, и там буквально через несколько, 2-3 страницы Google я наткнулся на такую вещь, как памятная книга. Памятная книга — это такой документ, который ввелся на госслужащих и на разные госучреждения в Российской империи. Там записывались, где они работают, какое у них вероисповедание, сколько они там работают и так далее. И вот в одной из таких книг за 1878 год я нашел упоминание Крагжда Якова Мартыновича. Кто он, конечно, я вообще понятия не имел, но все-таки мне казалось, что все-таки тут и памятная книга была в Виленской губернии, а это Литва, и все-таки фамилия была Крагжда. Я подумал, что, наверное, это как-то связано с моей семьей. Еще чуть-чуть погуглив, я наткнулся на еще одну памятную книгу уже Смоленской губернии. Там была Крагжда Мария Яковлевна. Я тоже пока не знал, что это за человек, но как бы подумал, окей, вот это я все сохраняю. Это, кстати, важная вещь. Все абсолютно данные, которые вы получаете, нужно где-то сохранять и аккуратно в правильном хронологическом порядке хранить. Я для этого использую Evernote. Очень удобно, всегда складывайте, потому что вы будете много-много раз возвращаться и вспоминать, почему вот эти данные были важны, или почему вот эти данные, от кого вы их получили. Еще чуть-чуть погуглив, я наткнулся на список репрессированных на сайте Мемориала. Это такая организация, которая занимается изучением репрессий. И, собственно, там я наткнулся опять же на Крагжда Марию Яковлевну и еще одну фамилию. Это Крагжда Леонид, или было в разных вариантах там еще Леонард Яковлевич. Все эти люди были с фамилией моей семьи, определенным образом связанные с Литвой, потому что там в этих списках указывалось, что они вроде как литовцы. Поэтому я подумал, ну, наверное, это как-то должно ко мне относиться. И еще, что в этих документах мне попалось, это слово «Смоленск». Я решил, что можно от этого как-то отталкиваться. Всегда любые какие-то данные, которые вы там находите случайным образом, какие-то просто слова, какие-то упоминания, всегда их изучайте. Я написал в архив Смоленска, говорю, смотрите, моя фамилия Крагжда, есть вот такие-то несколько личностей, есть ли в ваших архивах какие-то данные про них. И через какое-то время мне сказали, что на всех этих личностей мы нашли данные, там порядка 150 страниц документов, вы должны заплатить 5000 рублей, и мы их пришлем. И знаете, на самом деле это потрясающее чувство, потому что когда у тебя не было ничего абсолютно про твою родню, и тут тебе говорят, знаете, у нас там типа есть 150 страниц, это такое ощущение, что, нифига себе, сколько, и что мне с этим дальше делать? Если вам когда-то повезет испытать это чувство, когда вы где-то что-то вдруг нашли про свою семью, это действительно очень круто, поэтому пробуйте, занимайтесь. Так вот, в этих данных, которых я получил из архива Смоленска, я получил документ, который называется «Формулярный список». Формулярный список – это тоже очень крутой документ. Он, как я понимаю, хранится еще во многих архивах России в том числе, где пишется как бы вся биография госслужащих определенных. Мои предки, в том числе, которых я вам описал до этого, они были госслужащими, и про них есть формулярные списки. Я в руки получил 4 формулярных списка. Один на моего прадедушку, Владислава, про которого, как я говорю, только вот имя его знал. Там было буквально где-то, может быть, 10 страниц про него, но когда ты не имеешь
ничего, а получаешь 10 страниц, тебе кажется, что это, просто неисчерпаемый источник информации. Там я узнал, что вот этот Яков, про который я говорил раньше, это его отец, что Мария это его сестра, что Леонард это его брат. Также я узнал, где он работал, но все эти данные были до 1917 года. И, собственно, они мне не давали ответа, где же, собственно, похоронен мой дедушка. Еще я получил 3 формулярных списка. Один это был как раз на вот этого Якова Кракжда. И 2 были на Марию Кракжда, про которую я тоже говорил. И еще один формулярный список на Викторию Кракжда. Это, оказывается, что еще была сестра у моего дедушки. В общем, понимаете, когда у вас не было ничего, и тут ты понимаешь, ё-моё, у моего прадеда, между прочим, было там нифига себе какая семья. И ты такой, вау, ничего себе. И самая большая папка была, собственно, на Якова Кракжда. Она содержала там порядка, наверное, 30, может быть, 40 страниц, в том числе этот формулярный список, в котором было буквально описана вся его жизнь. От рождения до где он работал первый раз, где он работал второй раз, когда уходил в отпуск, когда у него рождались дети, когда он умер. И я все эти данные получил, где его похоронили. Это было просто фантастической какой-то вещью. И благодаря ней я смог буквально, поэтапно, год за годом восстановить его историю и понять, как она связана с историей не только меня, а с историей вообще огромной страны Российской империи, как она связана с историей Польши и как связана с историей Литвы. И сейчас расскажу. Как только вы получаете любые документы, я очень вам рекомендую их сканировать, потому что архивы всегда присылают все в бумажном виде, все там должно быть проставлено печатью, что они выслали вам там копию с вот такого-то документа, поэтому всегда сканируйте. Сканирование все-таки во многом определяет, что это сохранится уже на большее времени, чем просто какой-то там бумажный документ. В итоге я получаю историю про своего уже, получается, не только прадеда, а своего прапрадеда Якова. Кстати, чуть позже я нашел его фотографию. Это просто вообще фантастика. То есть у меня появился человек, мой прапрадед, который, собственно, я вообще, я даже не думал, что можно о нем думать. Окей, есть какие-то там прапрадеды, а тут, у тебя его лицо и вся его жизнь. И что интересно, в этом документе начинается полное описание всей его жизни. То есть он родился в 8 часов утра. Время было записано 18 июля 1848 года в поселке, или такой поселок, назывался хутор Леглюкей, на севере Литвы, рядом с городом Биржай. Этот город до сих пор существует, и этот хутор до сих пор существует. То есть я даже туда съездил, и чуть позже про это тоже скажу. Потом там написано, что вот у него была мать, ее звали Марианна Есикенас. Отец Мартин Крекжде, то есть моя фамилия Крекжде изначально была, она просто потом в течение времени изменилась. После этого там буквально по году идет информация о нем, но, кстати, я сейчас буду говорить чуть более шире, чем было в формулярном списке, потому что я чуть позже написал еще в литовский архив, который сказал, этот архив мне сказал, что у них есть оцифрованные вообще все эти архивы, если человек хочет, он может сам искать. То есть, условно, можно было заплатить 150 евро, и за 150 евро мне бы провели исследование всей жизни этого человека. А можно было просто самому рыться в архивах, огромных архивах, там порядка, 10, может быть, 20 тысяч страниц, церковных книг, которые ты должен просто вот так вот переворачивать, читать, причем на польском языке. То есть, во-первых, что мне попадается, это сама метрика рождения, да, она была в формулярном списке, про нее я уже сказал. Второе, когда я начинаю листать уже церковные книги, мне попадается запись о рождении его брата, которого зовут Йонас Крекжде. Что интересно, у этого Йонаса очень похожее лицо, как мне кажется, на лицо моего прадедушки, то есть вот этого Якова. И это так здорово, все это находить. У этого брата прадедушки Йонаса был сын, который написал книгу про реформатов в Литве. Потом, чуть позже, я натыкаюсь на запись о нем за 1863 год. И это, собственно, запись о конфирмации за 1863 год. Что интересно, смотрите, она на польском. Следующая запись, о которой я натыкаюсь, это уже запись за 1868 год. И это запись о том, что он заканчивает Слуцкую гимназию. Это прям такой аттестат. И в этом аттестате написано, что он, во-первых, заканчивает эту Слуцкую гимназию, а что он перевелся с Кейдайнайской гимназии. И написана дата, что он перевелся в 1864 год. И мне было интересно, почему вдруг до 63 года мне попадались надписи только на польском языке, а потом начали попадаться только на русском. И сама фамилия, кстати, так немножко из Крекжде преобразовалась в Кракжда.
1864 году в Польше, в царстве польском, было восстание, которое называлось Январское восстание. Так вот, многие молодые студенты, там, старшие школьники, которые уже были такие более осознанные, они принимали участие в этом январском восстании. Это восстание было против Российской империи за то, что она пытается нагнетать на Польшу, на бывшие ее территории Речи Посполитой. Многие восстают, но это восстание подавляет Российская империя. И получается, что после этого, из-за этого восстания, Российская империя начинает вообще повсеместно запрещать польский язык, и записи на польском языке пытается у людей этот язык, их родной, отобрать в качестве такого наказания. Так вот, из-за этого все записи в дальнейшем перестают записываться на польском языке и становятся только на русском. Я видел, что там многие студенты, многие гимназисты участвовали в этих восстаниях. Не знаю, может быть, и мой прапрадедушка тоже в них участвовал. И это круто, когда ты понимаешь, что кто-то из твоих предков участвовал в таких значимых исторических событиях. Главное, знаете, что во многих странах архивы уже оцифрованы. Я попробую прицепить разные архивы, которые мне где-то попадались в ссылках в описании, чтобы вы, может быть, там могли что-то для себя посмотреть. В дальнейшем из этого формулярного списка и из этих архивов я буквально восстанавливаю, буквально по часу историю его семьи. Я узнаю, что в него умирает отец. Я узнаю, где он начинает работать. Он идет работать на почтово-телеграфную станцию в Вильнюсе. И я чуть позже посещаю это место. Это на самом деле просто потрясающее чувство, когда ты можешь пройтись по тем же улицам, где ходил твой прадед. Это очень круто. Я узнаю потом в дальнейшем, что у него уже в Вильнюсе, где он работает, рождается сын первый. И это мой прадедушка Владислав, про которого я изначально говорю, которого я хочу найти, где он похоронен-то в конце концов. А я узнаю, что матерью моего прадедушки Владислава и его женой, этого Якова, становится какая-то дворянка, которую зовут Виктория Давнарович. А Давнарович — это какой-то очень знатный польско-литовский род, какой-то там вообще очень старый. Частично этот род он, и я немножко. В общем, частично я немножко дворянского такого, получается, во мне есть. Как это сказать, не по-тупому. Я узнаю, что у него позже еще рождаются дети, еще один сын, еще несколько дочерей, что он постоянно ездит, меняет место работы. Он то на территории Польши работает, то на территории современной Литвы, то на территории современной Беларуси. Когда ты это получаешь отрывистыми данными, кажется, что это какая-то каша, это ничего бессмысленно. Но потом, когда ты все это потихонечку собираешь, это выстраивается в какую-то карту, целостную картину, и ты перед собой видишь жизнь человека, которого никогда не знал, но который имеет к тебе непосредственное отношение. Это очень круто. Это все приводит меня наконец-то к концу его жизни, и в конце своей жизни он оказывается в Смоленске. В этом Смоленске у него рождается еще две дочери. Одна из них умирает там буквально в младенческом возрасте, и еще одна рождается у него дочка Анна, которая очень интересна мне, потому что про нее я до сих пор ничего не знаю, и у меня есть только ее фотография, я ее показывал в прошлом выпуске. Это женщина со своей семьей, которая уехала в Польшу в момент уже тогда, когда в России начались репрессии. И по этим формулярным спискам я отстраиваю историю своей семьи до 1917 года буквально по часу. Узнаю, что мой прадедушка Владислав тоже работает почтово-телеграфным чиновником, как его отец Яков, что его сестры работают почтово-телеграфными чиновниками, как и их отец и как их брат. В 1917 году у моего дедушки рождается первый и старший его сын Альгерт. Это такое литовское имя. И, собственно, в этом моменте история семьи обрывается для меня, потому что наступает, как я понимаю, февральская революция, затем Октябрьская революция, и, собственно, все эти формулярные списки отменяют. Очень интересные еще вещи, которые мне попались в формулярном списке, это как раз в 1916 году мой, получается, прадедушка Владислав, он ездил в деревню Осфея в Беларуси, чтобы взять жены мою прабабушку Мальвину Савицкую. И он написал письмо своему начальнику почтового телеграфного управления. То есть это письмо, которое написал мой прадедушка в 1916 году своей рукой, и о том, что он собирается пойти жениться на моей прабабушке. Как я и сказал, после 1917 года история семьи практически обрывается. Единственные данные, которые я имел после этого, это буквально свидетельство о рождении уже моего дедушки Залислава за 1928 год. И там оказывается, что они живут в Беларуси. И вторая запись это за 1928 год. Это свидетельство о рождении младшей сестры моего дедушки Сабины. Кстати, у них очень такие интересные имена в семье. То есть мой Владислав, прадедушка, у него 3 детей. Альгерт, это чисто литовское имя. Залислав, которое, я как понял позже, это имя Йозеф. Просто его адаптировали в российских реалиях под Залислав.
и младшая сестра Сабина, которую позже в российских как бы записях адаптировали как Галина. И для меня была цель, собственно, как-то надо узнать, где похоронен прадедушка. И я ездил в Литву. В Литве мне помогали сотрудники музея, с которыми я просто написал там так и так-то, где, может, вот рядом в вашем регионе можно что-то найти. А эти сотрудники музея меня встретили, когда я приехал в Литву. Они меня расспрашивали про историю моей семьи. Было так это интересно и важно, почему я этим занимаюсь. Мы с ними даже периодически переписываемся, я им какие-то данные присылаю, мне какие-то свои данные присылают. Это очень круто. Так, в общем, я в Литве, в этом Биржае ходил по этим кладбищам, пытался там что-то найти, находил всякие старые эти камни, пытался в них разобрать какие-то фамилии. После чего я ездил в Беларусь, потому что, как бы, я уже сказал, моя прабабушка, она была из Белоруссии. И, собственно, может, я думал, может, он как-то в Беларусь вернулся, и, может быть, он там остался. Причем, я говорю, я даже не знал, где прабабушка похоронена. В итоге, как бы, я ездил в Беларусь, ездил в место, где был рожден мой дедушка, в Росицу, ездил потом в Осфею, пытался там найти на кладбище хоть что-то, ничего не мог найти. Ну, кладбище я повидал, вау, просто вау. Как бы, больше я на кладбище точно не хочу ходить. Ничего абсолютно не мог найти, абсолютно ничего. И тут я хочу еще одну важную вещь сказать, как я сказал, что всегда же хочется знать не только как бы историю своей семьи, а какую-то некую, может быть, возможность происхождения своего рода. Я эту сторону тоже изучал. Когда я приехал в Литву, я очень много спрашивал сотрудников местного музея, вот этого Биржаи, жителей Леглюке, этого хутора, где родился мой прадедушка Яков, а как вообще, мы здесь оказались, почему, кто мы, что мы. Они мне рассказали о том, что наша фамилия, то есть Крикжде, это с литовского ласточка. И только потом она уже преобразовалась в Кракжда. Я спросил, а почему ласточка? И они рассказали о том, что в этом месте, в этой деревне, там очень густой лес, раньше был. И в этом густом лесу было много-много деревьев, и, собственно, было много разных животных, и в честь животных в том числе давали фамилию другим людям. Так вот, в случае с моей семьей получилось так, что на том месте, где жила моя семья, были так называемые карстовые провалы. То есть это карстовые породы, и, собственно, иногда, когда там сильные дожди или какая-то речка рядом, она их поднимает, и там образуются такие прям вот провалы, просто дырки. И в этих дырках в земле, как вот во врагах, там ласточки делали гнезда. И в этих гнездах эти ласточки селились. И эти провалы были в том числе на территории вот земли, где они жили, где работали, собственно, мои предки. И вот, собственно, в честь вот этих ласточек они получили фамилию. И это так как-то круто и необычно. Кстати, факт, в котором вы меня не спрашивали, у меня фамилия Кракжда, да, ласточка, а у Лены, у нее фамилия Воронова. И как бы я ласточка, а она ворона. В дальнейшем, благодаря сотрудникам музея, благодаря архиву Литвы, я нашел запись уже не о рождении Якова, я нашел запись о рождении его отца Мартина. Вот он родился в 1822 году. Вот эта метрика, которую я нашел, собственно, этой записи почти 200 лет. Там все очень сложно написано на польском языке. Мне буквально эти сотрудники музея там помогли перевести это все по буквам. И там написано, что вот он родился в 1822 году, что у него отца звали Йонас, а мать звали Дорота с фамилией Петроускайте, что в крестных там были дворяне. Чуть я позже узнал, что наша семья, она работала у главных таких дворян этого поселения, потому что Биржи, они как бы принадлежали такому знатному роду Радзивиллов. Они у них в поместьях работали. Одна из бабушек, там прабабушек работала в этом поместье, как помощница одной из дворянок. Для меня лично вот это место, вот этот Леглюке, это уже не просто, знаете, какое-то, село где-то. Это как будто вообще как бы мое. Я как будто тут 200 лет жили мы, там, мои предки, или даже больше. Я туда приезжаю и с таким ощущением, что это вот просто, как гнездо, условно, вот этих ласточек, где, собственно, все и должно было быть, и я там себя чувствую очень хорошо. Благодаря вот этим данным, которые ты собираешь, такое ощущение, что ты не просто какая-то абстрактная личность в этом мире, а то, что у тебя есть какая-то история, что ты здесь благодаря вот этим нескольким поколениям, у которых была своя жизнь, пережили войну, пережили раздел Речи Посполитой, пережили какие-то там восстания, и ты благодаря им, благодаря их каким-то поступкам оказываешься там, где ты есть сейчас. И, как я уже говорил, да, главной моей целью это было узнать, где похоронен мой прадедушка. Так забавно получилось, что я 7 лет писал в архивы Новосибирска для того, чтобы понять,
Есть ли какие-то хоть данные, упоминания о нем в самом Новосибирске? Потому что, все-таки семья же оказалась в Новосибирске, значит, какие-то упоминания о нем должны были быть. Так вот, я 7 лет писал в архив, и архив мне постоянно говорил, что никаких данных у него нет. Я писал и в архив МВД, и в обычный архив, и так далее, и так далее. И мне все время приходил ответ, что нет. Буквально пару месяцев назад я попросил своего отца, который живет в Новосибирске, о том, чтобы он еще раз поспрашивал родственников, где там что, как может быть они что-то вспомнят еще. Это очень важный момент, всегда спрашивайте родственников 1000 раз. Серьезно, они 1000 раз вы будете их спрашивать, и на 1000 раз они вам могут сказать что-то новое. Потому что когда вы лично изучаете историю, у вас начинается выстраиваться какая-то картинка, связанная с алгоритмом вашего поиска. Вы пытаетесь что-то проанализировать, что вот так-то, здесь было то-то, то-то. А люди обычно, если они в этом не заинтересованы, они живут воспоминаниями. То есть, условно, они помнят, что кто-то им говорил вот такое, или кто-то там жил вон там-то, там-то, или там у них было то-то, то-то. То есть, они не встраивают это в четкий алгоритм, и найти в нем связь достаточно сложно. Поэтому, когда вы будете получать больше информации, пытайтесь из родственников, с учетом вот этой информации, которую вы знаете, вытягивать что-то новое. Потому что с помощью ваших подсказок они смогут что-то еще вспомнить. Они смогут проанализировать какие-то две разные вещи между собой и сказать, это же с вот этим связано. После 1917 года история моей семьи становится достаточно такой разорванной, сложной. Кого-то репрессировали. У одного из репрессированных предков, Леонардо, которого я говорил раньше, остались 2 дочери. Эти 2 дочери жили в Смоленске. И я поехал в Смоленск, как только узнал их адрес, чтобы посетить их, но не мог связаться по телефону. И даже никаких знакомых, никого у меня не было в Смоленске, чтобы попросить прям к ним идти. И когда я приехал в Смоленск, по этому адресу сходил, оказалось, что я опоздал на 2 месяца. За 2 месяца до этого умерла последняя моя родственница, связанная вот с нашим родом. Это, получается, была моя двоюродная бабушка, которая, наверное, что-то знала про мою семью. И буквально на 2 месяца я опоздал, приедя в Смоленск, и так и не смог с ней встретиться. И это было очень печально. Поэтому иногда лучше не поздно. Лучше поздно, чем никогда, и иногда лучше раньше. Еще чуть позже, обсуждая с родственниками своими уже моего прадедушку Владислава, вдруг один из родственников вспомнил, что вот на том-то, том-то кладбище в Новосибирске кто-то похоронен. И, возможно, это было там примерно в таких-то годах. И мой отец, который сейчас живет в Новосибирске, я его попросил сходить в этот архив, спроси, есть ли какие-то данные. И представляете, спустя 7 лет в этом архиве вдруг оказываются данные о моем прадедушке, что действительно на кладбище, которое сейчас уже не кладбище, а просто лес, есть захоронение моего прадедушки Владислава. И он умер там в 1934 году, после того, как был переселен с территории Беларуси туда. Почему он был переселен, непонятно. Были ли это какие-то ссылки, были ли это какое-то раскулачивание. Я знаю только, что он умер в 1934 году от дифтерии. Причем в этом архиве я даже получил данные о том, где он провел буквально там свой последний год жизни. По символичному совпадению, примерно в эти же даты, когда я это узнал, мне пришли данные о том, что я получил постоянный вид на жительство в Польше. И это можно, конечно, считать, это и есть совпадение, но это такое символичное совпадение, которое, как мне кажется, для меня неким образом завершило эту историю, что теперь я знаю это место, где он похоронен. Теперь я знаю, как прошла его жизнь, что его жена Мальвина умерла через несколько лет после него, тоже от какого-то, как написано, старческая дряхлость на фоне голода. Так вот закончилась история тех предков, о которых я хотел знать. И для меня тоже сама эта история каким-то образом также завершилась. Все, что я изучаю там дальше, это уже некие такие побочные вещи для того, чтобы составить себе более широкую картину. Но мне кажется, что это дает тебе достаточно много для того, чтобы понять, кто ты есть. Потому что, условно, если ты не знаешь, почему вообще ты живешь там-то или там-то, условно, почему вообще я, как человек, там родился в Новосибирске, почему так произошло, почему я живу в Новосибирске, моя фамилия Кракжда, а моего предка зовут там Залислав, что это за имя такое, как оно в Новосибирске появилось. И без данных того, что вообще такое твоя семья, какую она семью пережила, у тебя нет какого-то бэкграунда за тобой, какого-то некого фона того, кто ты есть, как ты связан с этим миром и что ты вообще за часть этого мира, как ты здесь оказался. И вот эти данные тебе во многом помогают это складывать и обрести некую осознанность. Поэтому, если вы еще не занимаетесь историей семьи, надеюсь, что пример с моей семьей будет для вас неким таким, может быть, это будет для вас какой-то, не знаю, причиной узнать что-то про свою семью. Некой какой-то, может быть, мотивацией. Я, как уже сказал, если вам интересно или у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать, потому что, мне кажется, я хочу чем-то помочь и надеюсь, что я чем-то помогу.
Спасибо большое, что досмотрели до конца. Не делайте поздно. Поздно не всегда лучше, чем никогда. Лучше сделать раньше. Ну, кстати, благодаря истории своей семьи тебе во многом становится интересна история стран. История своей страны, другой страны. Поэтому изучайте историю своей семьи, изучайте историю стран, изучайте других. Вы поймете, может быть, почему вы такой. Мы на этом канале примерно это же делаем, поэтому подписывайтесь на наш канал. Добра, мира.